Привет, дорогие друзья! На связи снова Ленка. Как я и говорила в прошлом видео, я решила всерьез заняться вопросом иммиграции из России и заодно параллельно вести об этом свой YouTube-канал. И пока что я не намерена отказываться от своих слов и буду стараться чаще выпускать интересные и полезные видео. Тем более, до тех пор, пока чувствую вашу поддержку. Так что, если ты не жадина, то поставь этому видео лайк прямо сейчас, пока не забыл. Сегодняшнее видео будет полезно тем, кто, как и я год назад, решили, что пора валить, но не имеют ни малейшего понятия, как в действительности это сделать. И сегодня я расскажу вам, как. Если же вопросы переезда в другую страну вас ни капельки не волнуют, то не расстраивайтесь. Видео на другие темы я тоже буду периодически выпускать. Многие, возможно, как и я, думали, что переезд в другую страну – это очень сложно и дико дорого, и шансов у них мало. Поэтому даже не стоит заморачиваться на эту тему. И многие даже не предполагали, что на самом деле способов легально получить вид на жительство в другом государстве достаточно много. И я сейчас совсем не о том, как выскочить замуж за иностранца. Хотя и это тоже один из вариантов. Но для начала давайте уточню один маленький момент. Если вашей главной целью является именно переезд в страну, то есть возможность постоянного проживания на ее территории или даже получения гражданства, то нужно искать способы получения вида на жительство, он же ВНЖ. Виза, какая бы она ни была, даже долгосрочная, в таком случае нам не подходит. По сути своей, виза – это документ, лишь предоставляющий право пересечения границы государства. Да, они также бывают учебными, рабочими и так далее. Но будь у вас хоть 10-летняя виза, она никогда не даст вам право на постоянное проживание. По окончании срока ее действия придется оформлять новую и каждый раз доказывать в консульстве целесообразность ее получения. В то время как вид на жительство подразумевает именно постоянное проживание, резидентство определенного государства. ВНЖ дает куда больше прав и возможностей, чем виза. Вы можете неограниченное количество раз пересекать границу государства, а в случае с европейским государством также свободно посещать другие страны Шенгенского союза. Вы можете вести предпринимательскую деятельность, заключать сделки с недвижимостью, получать медицинские услуги наравне с гражданами, оформить водительское удостоверение и купить автомобиль. Как правило, вместе с одним заявителем можно также перевести его семью, что в случае с визой часто бывает невозможно. Во многом обладатель вида на жительство практически приравнивается к гражданину данной страны. Но ВНЖ – это все же временный документ. Как правило, он выдается сроком на год или два. Однако, проживая по временному виду на жительство, можно спустя несколько лет оформить постоянный вид на жительство. Он же ПМЖ. Но, несмотря на название, в некоторых странах его все равно приходится продлевать. Как правило, ПМЖ выдается сроком на 5 лет. И по сути своей, ПМЖ дает иностранцу максимальное количество прав и возможностей. Можно в любое время и на любой срок покидать страну и жить в ней сколько угодно, работать на любых должностях в частных компаниях и пользоваться всеми льготами и социальными благами, которые доступны для граждан. От гражданства этот статус отличается лишь тем, что вы не можете работать на госслужбе и участвовать в выборах, не избираться, не голосовать. Постоянный вид на жительство – это последний шаг перед получением гражданства. В итоге, в большинстве стран любой иностранец должен пройти путь ВНЖ, ПМЖ, гражданство. Исключения составляют, например, Венгрия и Мальта, где состоятельный инвестор может сразу получить ПМЖ. В зависимости от страны гражданство выдается спустя 6-10 лет проживания. Но это при условии, что вы за это время показали себя как добросовестный резидент. Многие остаются в статусе ПМЖ, и их это вполне устраивает. И вот теперь, когда мы разобрались во всех тонкостях, можно вернуться к вопросу, как же именно получить ВНЖ другого государства. Конечно, в каждой стране своя миграционная политика, поэтому возникает бесчисленное множество нюансов и различий. Но в целом способов получить ВНЖ примерно с десяток. Среди них, например, есть особые заслуги перед государством, ведение научной деятельности и так далее. Но это, я думаю, мало кого интересует. Так что тут я не буду особо углубляться. А о тех способах, которые я считаю наиболее возможными, я расскажу подробнее. Официальные миграционные программы большинства государств имеют несколько общих оснований для выдачи ВНЖ. Первое – это воссоединение с родными.
Где-то это может быть только супруга, где-то добавляются дети, где-то бабушки и дедушки. Но в любом случае это только ближайшие родственники, что, скорее всего, большинству зрителей тоже не особо представляет интерес. Но отдельным пунктом стоит упомянуть программы натурализации и репатриации, то есть возвращение на родину определенных этнических групп. Как правило, это относится к военнопленным, репрессированным, беженцам и так далее. В большинстве случаев это связано со Второй мировой войной, и программы эти касаются возвращения евреев в Израиль, военнопленных и репрессированных немцев в Германию, потомков румын в Румынию, Польшу, Латвию и так далее. В случае репатриации вы получаете не ВНЖ, а сразу гражданство этой страны. Поэтому, если есть хоть какие-то теоретические корни, то советую на всякий случай проверить. Но будьте осторожны, не наткнитесь на мошенников, которые различными сомнительными способами готовы доказать, что ваш дедушка чуть ли не самый Иисус. Если же каких-то корней и родственных связей не нашлось, не отчаивайтесь, есть и другие способы, хотя на первый взгляд они кажутся более сложными и долгими. Например, можно также получить ВНЖ, поступив в учебное заведение. Это может быть как высшее учебное заведение, так и различные языковые курсы, курсы повышения квалификации, стажировки и так далее. Что касается вузов, то многие страны вообще предоставляют иностранцам право бесплатного получения образования. Но чаще всего для этого нужно сдать экзамен на определенный уровень знания языка. Плюс занятия, скорее всего, должны проходить в очной форме, иначе вам предложат просто учебную визу. Очень легко таким образом получить ВНЖ в Греции. Также бесплатно можно учиться в Италии, Германии, Чехии и так далее. Но этот способ мало подходит для семейных людей. И не потому, что учиться уже поздно, а потому что во время учебы практически невозможно заработать достаточно денег, чтобы содержать всю семью. В таком случае можно воспользоваться возможностью получить ВНЖ, устроившись на работу в местную компанию, либо в местный филиал любой другой международной компании. Тут разброс вариантов довольно широк, начиная с довольно низкоквалифицированных кадров. Например, в Польшу в большом количестве требуются строители, сварщики. Но это не значит, что на работу может устроиться любой. Вы все же должны обладать какой-то квалификацией в данном направлении. В Финляндии, даже чтобы устроиться уборщицей, нужно учиться убираться. Плюс ко всему нужно еще найти такого работодателя, который согласится тратить время на оформление вам соответствующих документов, вместо того, чтобы просто нанять любого местного жителя. Поэтому, если вы обладаете высокой квалификацией, да еще и в какой-то уникальной сфере, можно поискать миграционные программы различных стран именно для таких специалистов. Это тот случай, когда государство само заинтересовано в привлечении вас как специалиста и предлагает определенные льготы при переселении. Такие программы есть, например, у Австралии, Канады и Великобритании. Часто их называют «виза таланта», но по сути это все же ВНЖ, а не виза. Ну и также можно найти вакансии в российских компаниях с работой за рубежом. Самое банальное, что приходит в голову, это сфера туризма. Различные гиды, аниматоры. Но все больше и больше набирает обороты IT-сфера. Если же вам надоело работать на дядю и вы хотите попробовать что-то свое, то у вас есть возможность начать собственный бизнес за рубежом. Многие страны предоставляют ВНЖ при открытии собственного юридического лица и создании рабочих мест. Правовые формы организаций и требуемые условия, такие как минимальный срок работы, везде разные. Например, в Эстонии проще всего начать предпринимательскую деятельность, типа нашего ИП, и проработать не менее 4 месяцев. В Чехии достаточно просто открыть что-то вроде нашего ООО, а в Словении – типа нашего ЗАО. Многие страны достаточно открыты, лояльно относятся к инвесторам из-за рубежа и не мучают кучей бумажных проволочек. В Эстонии вообще все можно сделать через интернет, а в Словении через одно окно и начать работать уже спустя 3-5 дней. Хотя, чтобы вообще избежать бумажных проволочек, можно купить уже готовую компанию. Звучит все, казалось бы, радужно, но нужно помнить, что в любую фирму нужно вносить минимальный уставной капитал. Хотя в Чехии минимальная сумма была снижена до 1 кроны, то есть 0,03 евро. Однако, в таком случае вероятность получения ВНЖ крайне мала. В Словении же уставной капитал равняется 8000 евро, а в Эстонии и вовсе 16. И еще, скорее всего, от вас потребуется арендовать или приобрести жилье. Но если финансы для вас не проблема, можно найти еще более простой способ в плане бюрократических проволочек. Хотя, я думаю, если бы это было так, то вы бы не искали простой способ, как это сделать, а давно бы уже эмигрировали.
Но тем не менее, некоторые страны предоставляют ВНЖ за инвестиции в экономику страны. Это могут быть инвестиции также в бизнес, только уже чей-то, а не ваш собственный. Но, например, в той же Эстонии сумма возрастет уже до 65 тысяч евро. Либо это могут быть инвестиции в различные гособлигации, фонды и так далее. И третий вариант – инвестиции в недвижимость, хотя эту опцию предоставляют далеко не все страны. Да и сумма вложений, что в облигации, что в недвижимость, как правило, начинается минимум от 200 тысяч евро и доходит до 2 миллионов, как на Кипре. В некоторых странах также есть вероятность получения ВНЖ для финансово независимых граждан. В таком случае вам лишь нужно подтвердить наличие определенной суммы или стабильного дохода, выписка из банка. Но в таком случае вы как бы говорите государству, что не претендуете на рабочие места и различные социальные пособия. Ну и, наконец, самый долгий, самый сложный и самый рискованный способ, но все еще официальный – это получить в стране политическое убежище, то есть статус беженца. Многие страны с западными ценностями заявляют, что готовы принять несчастных, чьи права на родине угнетались. Но нужно доказать, что в вашей стране необоснованно ущемляют ваши человеческие права и свободы, либо даже угрожают вашей жизни. Доказательством могут служить различные материалы, документы о задержании, арестах, незаконном судебном преследовании, штрафах и так далее. И на практике, конечно, сделать это будет непросто, и положительное решение никогда не гарантировано. Более того, государство совсем неохотно принимает людей, желающих просто паразитировать на экономике и жить за счет пособия. Поэтому лучше бы иметь профессиональное образование. Плюс ко всему, при получении статуса беженца вам запретят въезд в свою родную страну минимум лет на 10, а то и навсегда. Ну и напоследок скажу о еще нескольких способах, которые скорее предполагают краткосрочное временное пребывание и сами по себе не подразумевают иммиграции, но могут стать хорошим стартом для того, чтобы въехать в страну. И за время нахождения там можно понять, подходит ли вам эта страна, и найти варианты, как остаться. Достаточно дорогостоящий способ и подходящий далеко не всем – это прохождение лечения и реабилитации. Некоторые курсы могут занять и год, и два. За это время можно многое понять о стране и людях. Но для получения такого ВНЖ нужен договор с медучреждением, что обойдется недешево. Также это может быть обучение. Все те же вузы и языковые курсы. Да, я уже говорила об этом выше. Но может так получиться, что для обучения вы не сразу сможете получить ВНЖ. Иногда, возможно, придется довольствоваться учебной визой. Однако в процессе обучения можно получить определенный опыт работы. Либо по окончании вуза устроиться в местную компанию и уже тогда получить ВНЖ. Например, получить временную миграционную визу в Австралии можно сразу после завершения обучения в Австралийском университете. Она позволит вам до 4 лет работать без ограничений, путешествовать и учиться на языковых курсах. Также получить ВНЖ можно, принимая участие в различных волонтерских программах и организациях. И не обязательно вы поедете спасать папуасов в Африку с организацией «Красный крест». Таких программ на самом деле можно найти достаточно много и выбрать занятия на любой вкус. Это могут быть различные социальные проекты, научно-исследовательские, например, развитие экотуризма в Канаде, спортивные и культурные мероприятия, те же Олимпийские игры и Евровидение. Минусом, конечно, является то, что заработать у вас вряд ли получится. Но жильем, едой и всем необходимым на время работы вас обеспечат. Зато можно подучить язык и в свободное время поездить по стране. В некоторых странах, например, Испании и Черногории, ВНЖ может выдаваться по оседлости. То есть по тем или иным причинам вы должны проживать на территории страны на протяжении нескольких лет. Выезжать разрешается только на короткие сроки. Подтверждением проживания в стране являются визы, договоры аренды, договоры с учебными заведениями и даже чеки из продуктовых магазинов. Ну и еще одним возможным способом, хоть и весьма сомнительным на мой взгляд, может быть рождение ребенка на территории другого государства. Некоторые страны дают гражданство не по праву крови, то есть исходя из гражданства родителей, а по праву почвы, то есть на основании страны рождения. Без каких-либо дополнительных условий ребенок по достижению совершеннолетия может получить гражданство США, Канады, Бразилии, Доминиканы и еще штук 30 стран. А некоторые европейские государства, такие как Испания, Франция, Эстония, устанавливают дополнительные условия. Например, чтобы хотя бы один из родителей легально находился в стране по ВНЖ или визе, либо ребенок должен прожить в стране не менее определенного срока.
На данный момент это все легальные способы переезда, которые я знаю. Если вы вдруг знаете еще какие-то варианты, обязательно пишите в комментариях. И пишите в комментариях, какой из способов заинтересовал вас больше всего. Конечно, со временем я расскажу про все варианты, но про что вы хотели бы узнать в первую очередь? Надеюсь, что этот ролик будет кому-то полезный и откроет новые горизонты, потому что иногда можно найти какие-то варианты там, где даже и не подозревал. Но об этом в следующих видео. А пока что спасибо за терпение тем, кто досмотрел этот ролик до конца. Всем пока!